Вы должны молчать и слушать. Молчать и слушать, что вам говорят. Всем привет, друзья! Сегодня у нас на обзоре очередной инструмент с сайта AliExpress. Инструмент под маркой Heimerdinger, всем вам известный. Вот такой вот длинный гравер, либо гриндер, кому как удобно. Вот сразу первый минус ему, это за его, конечно же, длину. Мне кажется, им будет очень неудобно работать. В некоторых случаях, где надо подлезть куда-то, допустим, в автомобиле, в какие-то ниши. Но, что касаемо работы, допустим, на открытом воздухе, там на столе, то ему даже за это и плюс. Так как мы можем сделать здесь хороший хват, очень удобно лежит в руке. И здесь хороший хват. Тем самым можем куда надо чего-то там прижать, поджать, подшлифовать, подполировать. Поэтому как бы и минус, и плюс. Можно также купить или сделать какой-то кронштейн, чтобы здесь его закрепить где-то у вас на верстаке. И использовать вот такую вот штуковину. То есть гибкий вал. Очень удобная штука, постоянно им пользуюсь. Берем, зажимаем. Не знаю, почему в магазине Heimer не продается до сих пор гибкий вал для работы. Очень удобная, друзья, штука. Значит, скорость я, конечно, сброшу где-то на троечку, на четверочку. Вот, включаем. И уже можем работать, допустим, вот как ручкой. Чего-то там полировать, чистить, зачищать, гравировать. Очень удобная штука. Не знаю, почему они до этого не дошли, чтобы продавать вот такую штуку, такой гибкий вал. Поэтому у кого есть гриндер или кто хочет купить себе гриндер, обязательно покупайте гибкий вал. Есть у меня видео на канале с обзором вот моей мини-дрели и, соответственно, гибкого вала. Работает он у меня уже порядка, наверное, 3-4, а то может быть и больше лет. Значит, в комплекте у нас приехала вот такая инструкция. Не показал. Инструкция, друзья, на русском языке. Я не знаю, демонстрировать вам тут особо не буду, так как тут особо ничего интересного нет. Так не делайте, это не делайте, так делайте, это делайте. То есть смысла в этой макулатуре я абсолютно не вижу. В комплекте приехало большое количество разнообразных наждачков, насадочек. Попозже мы их высыплем, я вам покажу. Теперь же я хочу померить длину. Померяем длину с аккумулятором на 4 ампер-часа вот до самой длинной точки. Примерно 47 сантиметров и где-то 7-8 миллиметров. Вот оно, аж тут, видите, в кадр не входит. Давайте дальше смотреть, что у нас тут по заявлению. По заявлению 18 вольт, гриндер LB151 Heimerdinger, 11 тысяч оборотов в минуту. Ну, есть у меня сомнения, конечно, что это обороты будут на патроне. Скорее всего, китайцы обозначили 11 тысяч оборотов в минуту на двигателе. Но мы с вами, у нас есть лазерный тахометр. Мы с вами, конечно, все это дело проверим. Но чтобы проверить, нам надо, конечно, блестящий шпиндель замотать изолентой. Иначе у нас ничего не получится. Да, вот я вращаю наш патрон. И я уже слышу, я, правда, не читал описание, но я уже слышу, что здесь установлен у нас бесщеточный двигатель. Вот, характерное движение такими рывками. Так, замотали наш патрончик. Берем маркер, дабы он не слетел, конечно, при 11 тысячах оборотов. Все. Устанавливаем, давайте, по максам на шестерочку. И будем измерять. Так, ключик для безопасности убрать, включить наш тахометр. Ну что, вперед, затыкайте уши. Обалдеть, друзья, 22 600. Либо мой тахометр что-то не так берет, хотя тут все заклеено и все нормально. Либо, я не знаю, либо китайцы сильно ошиблись в маркировке. Давайте вторую попытку. У нас было 22 600. Давайте еще разок.
Друзья, все то же самое, и при длительной работе вы заметили, что она еще и набирает обороты. То есть мы доехали до 2685 оборотов. Ужас дикий. Так, давайте проверим обороты на пятерочке. Я попроверяю, чтобы вы уже, допустим, знали, у кого нет тахометра, сколько оборотов на какой скорости. Итак, 5-я скорость по регулятору. Меряем. — 20500. 4-ю скорость ставим. Измеряем. Ну, давайте считать 18 тысяч ровно. Так, 3-я скорость. Почти 14 900. Откуда тут 11 тысяч они взяли, я не знаю. Либо тут редуктором повышает, а 11 тысяч у нас на двигатель. Ну, как-то так, не знаю. Так, какую я поставил? 2-ю скорость. Поехали. — 11750. И 1-я скорость. Смотрим. Может быть, это 1-я скорость 11 тысяч? Интересно. Ну, 1-я скорость, грубо 8800. Мы с вами знаем скорости. В принципе, нам больше это не нужно. Маркировки я убираю на следующие тесты наших оборотов, нашего инструмента. Я надеюсь, инструмент у нас не последний. Еще идет. Вот такой вот установлен патрончик, малыш. Защитный кожух полностью. Вот сколько мы поработали, а здесь уже тепло. То есть здесь, я так понимаю, какая-то есть штанга, и здесь у нас место сочленения. Так, по корпусу, как всегда, корпус хаммеровский. То есть собрано, в принципе, нормально, но единственное, мне не нравится, здесь какой-то вот есть зазор. Либо болты не стянуты, либо я не знаю что, но немножко мне вот здесь не нравится вот данный зазор. Обычный инструмент приходит вообще идеальный. Плюс, вернее, не плюс, а минус, то, что у нас размер корпуса не соответствует размеру корпуса металла. Вот, полностью цепляется палец, и даже можно, наверное, порезаться. Наверное, они этот инструмент спешили выпустить в продажу, немножко не доработали, но я думаю, в будущем все это дело доработается. Так, наверное, все показал и рассказал по этому инструменту. Потом, сейчас мы, вернее, с вами его разберем. Но пока я хочу продемонстрировать вам, что у нас есть в комплекте. То есть, очень богатый комплект. Очень богатый. То есть, у нас есть 2 баночки с полировальной какой-то шлифовальной пастой. Есть у нас 2 баночки с отрезными мелкими кружками. Такой черный круг. И у нас есть коричневый круг. Вот этот коричневый вообще тонюсенький. То есть для каких-то ювелирных целей, что-то где-то для самоделкиным, которые, допустим, там авиамоделизмом занимаются или просто моделизмом. Вообще классная штука. Я таких комплектов уже покупал около, наверное, 2 комплектов. Один я купил с мини-дрелью, а второй потом еще докупил. То есть разного рода вот такие наждачки. Думаю, вы все понимаете и знаете. Разного рода такие вот наждачные кружки, которые цепляются у нас. Сейчас покажу. Ну, давайте по-быстрому возьмем другую резинку. Вот такая вот резиновая штуковина. Насадочку насаживаем. Отверточкой винтик здесь зажимаем. Наша резинка распухает, тем самым фиксируя вот этот вот наждачный кружок, соответственно, на оси. И он не сваливается. И можно полировать каким-нибудь там даже собакам ногти, хотя собака от такого шума убежит. Вот. Ну и что-то подчищать, зачищать. Металлические щеточки разных, причем калибров. Вот. Для полировки вот такой вот войлочный кружок. Большое количество сменных наждачков. Вот, как раз таки, видите, в комплекте есть цанги, друзья. Цанги именно для гибкого вала, который я вам показывал ранее. Вот они здесь установлены. И у меня, опять же, есть цанги. Класс. И, конечно же, набор сверлышек разных диаметров. Ну, я все выбирать не буду. Вот видите, сколько сверл. То есть, хороший такой наборчик.
Так. Я думаю, друзья, рассказывать вам не нужно, как этим набором пользоваться. То есть показывать я уже не буду, что им можно шлифовать. Дерево, пластик, металл, стекло, что душе угодно. То и шлифуйте. Зажимаем сюда в патрончик наш рабочий инструмент и работаем. Поэтому тестировать я нигде сегодня не буду его, а мы с вами сейчас просто разберем и посмотрим, из чего же сделаны наши девчонки, как и в прошлый раз. Давайте сразу здесь отпустим и посмотрим. И посмотрим, что у нас тут да как. Ага, смотри как. У нас, значит, трубка, идет вал к патрону. И вот такое вот зацепление с мотором. Шлицевое. Так, с этим мы разобрались. И там вот такая вот тоже штуковина. Так, эту штуковину, думаю, разбирать уже не нужно. Тут все просто. Подшипник, вал, и на вал накручен у нас патрон. Так, сейчас я, наверное, чтобы не тянуть время, разберу данную машинку, и мы с вами продолжим. Уже руки, видите, какие грязные. То есть это у нас трубка алюминий. Значит, друзья, раскрутил я здесь вот 4 винта. Пытался вытянуть наш редуктор или что там находится, и это все не вынимается. Поэтому требуется продолжение эпопеи, разобрать все до конца. Так, народ, раскрутил я данную машинку и сейчас пытаюсь каким-то образом, ее разобрать. Так. Здесь у нас, видите, на корпусе никаких прорезиненностей нет, просто пластик. Опа, сейчас мне все развалится. Так, ну и все у нас, в принципе, как обычно. Значит, зарядная площадка. Есть у нас контроллер, тоже как в электроинструмента у нашего аккумуляторного, того же Heimerdinger. Есть прямой, я так понимаю, привод. Да, прямой привод. Опля. Бесщеточный двигатель с прямым приводом у нас на это. Ну, мотор выдает столько оборотов, просто ужас. Никогда не подумал бы, что здесь нет у нас никакой-нибудь там передачи либо редуктора. Просто прямой привод. Ну и, соответственно, наш такой малыш бесщеточный двигатель. Хоп, и все на месте. Ну, а здесь у нас встроенный регулятор оборотов и кнопка включения с фиксацией. Кстати, флюса мама не горюй, спаяно все на скорую руку. А так, сборка довольно качественная. Но, видимо, они спешили выпустить данный инструмент в продажу. Хотел я посмотреть на ютубе, что о нем рассказывают и показывают люди, друзья, да. Но ни единственного обзора, ни одного я не нашел. Поэтому, видимо, буду я первопроходцем. Вот, вам все показал и рассказал как бы о нем. Вот он в собранном виде. Провода тоже уложены как бы не ахти. Но сейчас я все дело это переуложу. И я думаю, все будет у нас классно. Очень странно расположен подшипник. Большое у нас имеется расстояние почему-то. Очень большое расстояние. А почему я отсюда не могу достать подшипник, я не понимаю. Да, запрессовано все конкретно. И это, кстати, не металл, а это тоже, друзья, пластик. Я сразу подумал, что эта крышка у нас металлическая. А здесь все пластиковое. И я не могу его оттуда достать. То есть подшипник впрессован очень даже надежно. Не могу разорвать. Поэтому будем смотреть так. Да, все как-то непонятно, как по мне, собрано. Почему подшипник у нас не в упоре? Очень непонятная конструкция. Ага, все в упоре, все понял. Не до конца собрал. То есть подшипник у нас в упоре, все в принципе нормально. Вот, я думаю, все посмотрели, можно собирать данную машинку. Соберу, и мы продолжим. Нашел, друзья, еще один нюанс.
из минусов. Они напрочь залили вот эту вот кнопочку. То есть она тоже должна что-то переключать. Но они напрочь залили данную кнопку. Просто залито. Сейчас попытаюсь почистить и буду собирать. Короче, народ, чистил, колупал эту кнопочку, и ничего мне не получилось. Потому как этот компаунд напрочь, насквозь туда попал. Вот поэтому ничего не сделаешь. В принципе, я так подумал, что эта кнопочка нам как бы ничего здесь и не дает. Так как у нас есть свой регулятор оборотов. И этим мы ничего не отрегулируем. Видимо, эта кнопка специально просто залита. То есть использован контроллер из аккумуляторного инструмента обычного. И залили кнопку, чтобы мы здесь ничего не могли нажать. А, соответственно, регулировали вот этим регулятором. Итак, собрал я нашу машинку. Значит, для тех, кто просто интересуется, что внутри, типа как я, вот, разбирать ее не рекомендую. Не рекомендую почему? Потому что очень трудно собирать. Синий пластик у нас подлазит под вот эту вот черную направляющую примерно на 3 миллиметра. То есть я разобрал, а собрать нужно было ее туда подсунуть и все это дело попасть. То есть плату с регулятором, эти две платы. В момент этого всего попадания провода рассыпаются, кнопочка вываливается и продолжаешь ты все это дело опять. Чтобы полноценно разобрать и собрать, допустим, то нам надо от вала открутить вот этот вот приводной кусочек вала. У нас в валу там отверстие, кто видел. Вот, а здесь у нас есть под ключ. То есть разбираем, откручиваем с вала, и тогда у нас эта крышка уже потом легко оденется. То есть собираем синий корпус, одеваем крышку и как-то умудряемся прикрутить вал. Опять же, неизвестно, как его прикрутить, хотя, видимо, известно, у нас здесь есть отверстие. Я думал, это под фонарик, а здесь, видимо, под именно отверстие вала. Давайте проверим. Сейчас я вот всуну и буду проворачивать. Попаду ли я в это отверстие вала? Да, вот. Блокировка вала, видите? Вот, поэтому при разборке блокируем здесь вал. Откручиваем здесь, вынимаем наш патрон и ключиком выкручиваем с вала сам вот этот вот приводной отросток. И потом уже снимаем крышку и делим корпус. Так будет намного проще. Так, друзья, сейчас я хочу взвесить, так как я не взвесил наш агрегат и не показал вам, сколько он весит. Вешаю вместе с 4-амперным аккумулятором. Итак, он весит 703 кг. И без аккумулятора. Давайте попробуем, что он там у нас завесит. Опа, 4 единицы. 1111 грамм. Вот теперь, друзья, наверное, и все, что я вам хотел показать и рассказать. Я уже эти вот демонстрировать вам не буду, как что работает. Я думаю, вы сами все прекрасно знаете. Зажимаем в патрон необходимый инструмент и шлифуем, чистим, либо сверлим. Но сверлить на таких оборотах, конечно же, не рекомендую. Для сверл это сильно большие обороты. Ну, разве что какая-нибудь древесина, пластик и т.д. и т.п. Металл на таких оборотах не сверлите. Вы эти сверла сразу убьете. Вот, все, друзья, на сегодня все. Всем спасибо за просмотр. Очень буду рад, если кому-то помог в выборе, допустим. Или, наоборот, помог отказаться от этого выбора. Ну, и так будет хорошо. Все, всем пока. Ссылочка, как всегда, в описании под видео. Желаю, чтобы все.